Исследования в области геофизики часто приносят с собой поразительные открытия, которые открывают нам глаза на необычные аспекты нашей планеты. Одним из таких недавних открытий стал необычный гул, производимый антарктическим ледником. Ученые, занимающиеся этим исследованием, называют это пением. Однако для неподготовленного уха эти странные звуки больше напоминают зловещий саундтрек к развязке фильма ужасов. Зловещие вибрации, легко слышимые в записи, вызывают чувство тревоги и подчеркивают, насколько загадочной является природа в экстремальных условиях. Поразительность и таинственность этих звуков способствуют созданию уникальной атмосферы, которая привлекает внимание и вызывает интерес не только ученых, но и людей, мечтающих узнать больше о том, что скрыто за пределами их понимания. Группа исследователей из Американского геофизического союза сделала эти опасительные записи гудения, которые порождены под воздействием серьезных факторов, включая сильные ветры, пронизывающие ледяные дюны шельфа. Записи этих странных звуков и их исследования были детально описаны в журнале Geophysical Research Letters, что добавляет увлекательный элемент к изучению ледников и их поведения в условиях изменения климата. Настоящие научные открытия иногда происходят в самых неожиданных местах, и это исследование является идеальным примером того, как даже в самых удаленных уголках мира могут происходить исполнения природы, которые остаются незамеченными. Ученые, возглавляемые геофизиком и математиком Жюльеном Чапутом из Университета штата Колорадо, стремились понять, как именно формируются эти звуковые колебания и какую роль играют факторы окружающей среды в их возникновении, чтобы попытаться создать полное представление о процессе, который сильно влияет на состояние экосистемы региона. Интересно, что гул, регистрируемый ледником, обладает настолько низкой частотой, что его невозможно расслышать без дополнительных технологий. Чтобы дать возможность людям ощутить этот звучащий мир, ученые записали гул и ускорили его на 1200 раз. Теперь каждый желающий может нажать на play и, возможно, услышать, как звучит Антарктида, погружаясь в загадочную атмосферу ледяных просторов. Это эмоциональное и даже философское прослушивание способствует не только личному восприятию, но и осознанию всей мощи и энергетики этих чудесных явлений. Однако основная цель работы Чапута и его команды заключалась вовсе не в создании жуткого саундтрека для кинофильма. Они занимались серьезным научным исследованием физических свойств шельфового ледника Росса, чтобы выяснить, как глобальные изменения климата влияют на эти ледяные массивы. Шельф Эльдороссо — крупнейший плавающий кусок антарктического льда, по площади чуть меньше Испании. С учетом роста средней мировой температуры происходит серьезное разрушение антарктических ледяных шельфов. Ученые стремятся работать в этом направлении, и изучение факторов, влияющих на этот процесс, стало для команды Чапута основным приоритетом, учитывая, что каждый шаг в их исследовании может иметь значительное значение для понимания будущих климатических изменений, которые затрагивают всю планету. Для этого ученые установили 34 сейсмических датчика под снежной шапкой, на которой покоится ледник. Эти датчики начали собирать данные о внутренней структуре ледника в период с конца 2014 года по начало 2017 года, что можно считать действительно долгосрочным и детальным мониторингом, который демонстрирует высокую степень вовлеченности исследователей в эту задачу. Во время анализа собранных данных исследователи обнаружили, что снежная шапка, покрывающая ледник, называется фирновым слоем, состоящим из плотно слежавшегося, зернистого и частично перекристаллизованного многолетнего снега. Этот слой оказывается в постоянном движении под воздействием ветра, который проходит над ледяными дюнами шельфа, что открывает новые горизонты для понимания взаимодействия атмосферы и ледников. Мы выяснили, что шельф в ответ на сильные ветры, которые дуют через ледяные дюны, отзывается на это постоянным пением,
с частотой от 5 и более циклов в секунду, говорит Чапут, подчеркивая важность этого феномена для понимания динамики важнейших климатических процессов. Это открытие указывает на то, что звук не только отражает физические изменения, но и может служить индикатором экологических изменений, происходящих из-за климата. Но здесь возникает интересный вопрос. Как действуют ветры на шельф? И каким образом это влияет на его толщину или стабильность? Ученые отмечают, что изменяющаяся сила ветра, например, в результате штормов, а также температурные изменения, отражаются не только на амплитуде вибраций снежного слоя, но и на тональности сейсмического гула. По сути, это значит, что природа создает своего рода симфонию, используя энергичные порывы ветра как музыкальные инструменты, которые создают звучание ледяного окружения. Эти звуки могут рассказать о больших экологических процессах, включая изменение климата, уровень знаний и значимости, которые мы должны принимать во внимание, пытаясь понять нашу планету и ее изменения в ходе времени. Исследование этого феномена также поднимает важные вопросы о том, как изменение климата влияет на ледниковые шельфы и антарктические экосистемы в целом. Изучая гул и его причинные факторы, ученым удастся более глубоко понять динамические процессы, происходящие в ледниках, и их взаимодействие с климатом. Эта информация может быть полезной для всего человечества, предлагая более точные модели прогноза и методы адаптации. В процессе продолжающегося изучения антарктических ледников эксперты начинают составлять более обширные и детализированные картины процессов, которые помогли бы предсказать, как ледяные массы будут реагировать на дальнейшие изменения условий окружающей среды. Эксперимент Чапута и его коллег открывает новые горизонты в понимании физической и экологической стабильности ледяных шельфов, которые играют критическую роль в контроле уровня Мирового океана а также улучшения безопасности. В заключение, если вам понравилось это исследование и его выдающиеся находки, будьте готовы к тому, чтобы следить за каналами науки и природы. Поддержите своих исследователей и ученых, ставя лайк и подписываясь на их обновления. Всегда важно оказывать поддержку научному прогрессу и обращать внимание на окружающий мир. Всем тем, кто заинтересовался загадками Антарктиды и ее ледников, представляется возможность следить за новыми открытиями, обсуждениями и пониманием процессов, стоящих за этими удивительными звуковыми явлениями. Каждый из нас может стать свидетелем величия природы и, возможно, вносить свой вклад в ее защиту, что имеет первостепенное значение в свете современных экологических вызовов.